Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Продолжая разговор о связи физики с психологией, сегодня поговорим о двух формах энергии, а именно о потенциальной и кинетической энергии. Разобравшись с этими понятиями и стоящими за ними явлениями, будет максимально просто понять, откуда берутся и на чем держатся, то есть от чего питаются так называемые душевные муки, психологическая боль, ну и в принципе психологические проблематики. Итак, начнем с определений. Потенциальная энергия – это энергия, которую имеет тело или система тела в зависимости от его положения в пространстве. Чтобы у тела появилась потенциальная энергия, необходимо воздействие на это тело временным полем потенциальных сил. Рассмотрим пример для понимания. Если камень просто лежит на земле, то у него нет потенциальной энергии. Если же поднять камень с земли на высоту, например, своего роста, то камень приобретает потенциальную энергию. Если совсем просто сказать, то потенциальная энергия – это энергия сосредоточения напряжения. А теперь кинетическая энергия. Кинетическая энергия – это энергия, возникающая при движении тела. Здесь все совсем просто. И, как нетрудно догадаться, эти энергии связаны. И связаны они тем, что потенциальная энергия может преобразовываться в кинетическую. Например, если поместить стрелу в лук и натянуть тетиву, то стрела приобретает потенциальную энергию, так как создана точка напряжения. И если выпустить стрелу, то в этот момент произойдет перевод потенциальной энергии в кинетическую. Стрела полетит вперед, а точка напряжения исчезнет. А теперь к психологии. В рамках упрощения я вот весь описанный выше физический феномен обычно называю виртуальная петля. Встречается она часто, абсолютно у каждого человека, как в совсем легких формах раздумий и переживаний о чем-то, так и в патологических, вплоть до навязчивых состояний, разотождествления себя на части и даже галлюцинаций. По аналогии легко понять, что мысли, чувства, некие переживания человека о ком-то или о чем-то создают потенциальную энергию, формируя внутреннюю точку напряжения. Чем больше человек погружен в эти свои состояния, тем ему тяжелее, потому что увеличивается точка напряжения, то есть потенциальная энергия копится. Но и опять же очевидно, что из такой виртуальной петли мыслей и переживаний есть лишь один выход, как я его называю, контакт с реальностью. Ну а в физике это перевод потенциальной энергии в кинетическую. Чтобы внутреннее напряжение ушло, человеку нужно найти инструменты и освоить механизмы выражения своих переживаний в реальности. Иных путей выхода из таких категорий, как мысли о бывшем, прокручивание диалогов с родителями, попросту нет. Почему я так утверждаю? А давайте вспомним пример с луком и стрелой. Если не выпускать стрелу, а оставаться в постоянном напряжении, мышцы рано или поздно откажут и произойдет сбой. То же самое с психикой. Живя в виртуальных петлях годами и даже десятилетиями, люди медленно, но верно разрушают организм, что в некоторых случаях в буквальном смысле приводит к сбоям. Но и состояние постоянного психического напряжения тоже максимально далеко от комфортного и здорового. Виртуальное, то есть потенциальная энергия, перестает влиять на человека только при соединении с реальным, то есть при переводе в кинетическую энергию. Это не всегда просто понять и сделать, даже, например, обратившись к психологу, потому что многие психологи не работают, не умеют или не хотят с телом и через тело, то есть с уровнем действий, а используют только разговорный формат психологической помощи, тем самым лишь подпитывая виртуальную петлю человека, ибо разговор о чем-то и действие с чем-то – это кардинально разные процессы. Первый из них помогает накоплению потенциальной энергии, второй переводит уже имеющуюся потенциальную энергию в кинетическую, снимая напряжение соответственно.
И когда перед вами возникла проблематика виртуальной петли, необходимо помнить про потенциальную кинетическую энергию и понимать, что кроме словесного обозначения некого источника напряжения, кроме визуализации, внутренних диалогов, обязательно нужно переходить к действиям, переводя потенциальную энергию в кинетическую. Иначе можно всю жизнь провести в этих абстрактных разговорах, при этом продолжая страдать. В практической психологии для такого перевода потенциальной энергии в кинетическую существует масса инструментов и форматов, а они чаще всего являются заместительными, игровыми. И они отлично помогают, хоть и мало когда с первого раза, особенно когда взаимодействие с реальным объектом или явлением, вызывающим страдания, недоступно по тем или иным причинам. Если хотите разобраться со своими виртуальными петлями или освоить механизмы перевода потенциальной энергии в кинетическую, обращайтесь, я знаю, как это делать, и помогу вам в этом пути формирования навыка. А на этом я буду заканчивать и напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!